Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар. Сегодня у нас с вами очередная серия по мобильной игре под названием DR Survival. Мы все так же продолжаем прохождение ивента Мастер Охота или по-другому Охота и Рыбалка. Сегодня у нас уже шестой этап данного ивента. Давайте приступать. 3300 очков на задание мы с вами тратим. Дед Мазай говорит следующее. Нашел я одного своего знакомого спеца по рыбам. Представляешь, что сказал? Это и мутация, и болезнь. Из-за мутации рыбы стали уязвимы к какому-то паразиту. Вот он и размножился. Мы истребили зараженных рыб. Так что? Ага, почти. Почти с паразитом справились. Только вот он живет и процветает в трупах рыб, которые померли без нашей помощи. Уж прости за подробности, хотя тебя, как охотника, они не должны смущать. Не смущают? Продолжай. Я заметил несколько зараженных сомов. Видать, они питались падалью, и им попались трупы тех рыб. Хорошо, хоть таких сомов пока мало, так что ты успеешь остановить эту цепочку. А я выловлю оставшиеся трупы. Надо спешить, а то придется начинать все заново. Тогда не буду терять время. У нас, как обычно, наша точка назначения. Мы направляемся к ней. По условию задания нам требуется поймать 11 голов сома. Сейчас для этого мы сделаем следующим образом. Если не ошибаюсь, по-моему, у нас 3 удочки мы с вами купили, и так мы до конца с ними и не поработали. Давайте сейчас мы их возьмем. Да, вот они, 3 удочки. И еще вот эту одну удочку мы с вами тоже заберем. Итого нам нужно купить приманки. А приманки, они здесь находятся у нас? Я даже не помню, где они могут находиться. И вообще у нас приманки оставались. Так, сейчас минутку посмотрим. Здесь есть что-нибудь? Так, здесь нету, тут тоже нету. Но я, по-моему, приманок тут никаких не вижу. Ладно, давайте за закуп сделаем, когда заходим в мастере охоты. Ну-ка. В магазинчик, торговец. И здесь нам нужно купить с вами 11 колебалок. Так, получается 5 и того 10. На всякий случай давайте одного червячка. Может даже не одного. Я так думаю, 5 червячков тоже возьмем на всякий случай. То 25 мы с вами затратились. Окей, выходим. Едем на нашу рыбалку. На самов сегодня будем, как говорится, рыбачить. И в итоге начинаем процедуры рыбачить. Выбираем нашу удочку. Здесь давайте пока на червячка попробуем поймать. Раз, так, два. Ну, по идее, все нормально. Три. И здесь, получается, нам нужно будет 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Итого мы с вами выловили 11 сомов. Задание выполнено. Дальше нам нужно направляться к самому лесничему. И в итоге, получается, лесничий нам говорит: уф, неужели мы успели? Ну даешь. Представь, остались бы люди из поселения без рыболовного промысла. Или заупрямились бы и перемерли от порченной рыбы. Хорошо, дело сделали. Точно, и осталось еще одно. Самый ужасный мутант. Не думал, что ты справишься и до него дойдешь. Да и сейчас с трудом верю. Не обижайся уж. Что ж, я докажу тебе и это. Дай время. Что мы как раз с вами и в дальнейшем сделаем. Ладно, давайте посмотрим, что за подарки нам тут обеспечили. Самый ценный, видим, у нас получается фонарик искателя, все остальное так себе. Ну, я так считаю, что за такую работу она даже достойна. Потому что сам фонарь искателя, если не ошибаюсь, где-то стоит в районе 200-300 тенге при покупке этого непосредственного элемента. Ладно, открываем. Все забираем, все, что здесь полностью есть. Прекрасно. И в итоге, получается, возвращаемся на базу. Ну вот и все, мы закончили очередной этап мастер охоты, и осталось у нас всего лишь 4500 заданий. Я так думаю, через день у нас получится это все собрать. И в итоге у нас уже где-то в среду выйдет следующая серия по финалу данного ивента. Сейчас у нас осталось еще немножко времени. Я бы хотел ответить на вопрос касаемо нашего подписчика и даже поэкспериментировать. То есть у меня ответа нету, но я хотел бы сам даже посмотреть, как из этого ситуация у нас выйдет. То есть, получается, Иска 2011, ну и в 2011 задал вопрос. Ребята, а кстати, что лучше ждать, пока труп животного протухнет и рыбачить тухлым мясом, или сразу разделать животное, пожарить от него мясо и рыбачить?
Был такой интересный вопрос. Давайте сейчас сами поэкспериментируем, посмотрим, что из этого полностью выйдет, а дальше уже сами будете полностью судить. Так, получается мясо, 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 мясо. Какое мясо будем использовать? Здесь у нас жирное мясо, здесь у нас обычное мясо, да, жесткое мясо. Так, доберем, когда получается 100 тушек. Да, 100 тушек мы с вами поднимаем. И получается, давайте вывезем где-нибудь вот сюда. Или вот сюда сразу вывезем. И вот здесь, получается, мы выбросим. Через 4 дня она должна у нас протухнуть. Ладно. Одну, как говорится, задание мы с вами выполнили. Дальше идем к следующее. 100 тушек получается. А перед тем, как мы сделаем, давайте мы с вами... подождите. Где же у нас... Да. Один мешок Деда Мороза, который во время хранения еды дает 2000%, чтобы у нас мясо... ну, чистый эксперимент произошел, не протухли во время эксперимента. Так, нам нужно, получается, разделать с вами 100 штук. Так, что мы с вами и делаем? Так, 96, 102. Ну... Ой, подожди, а как мы... самый легкий способ сделать следующее. Берем 100 штук, окей, делаем. И выезжаем на следующую точку, которая у нас с вами есть. Правильно? Правильно. И здесь мы, получается, с вами разделываем все 100 штук, которые у нас есть. Разделка. Хотя мы могли бы с вами еще и рис есть. При поедании риса нам дают еще 50% на разделку туши, где мы можем даже больше получить мяса из той количества, которое у нас с вами имеется. Отлично, мы и полностью разделали. 100 штук у нас готово. Итого мы, получается, давайте на землю выбросим. То есть не выбросим, поднимем мясо. 300 штук, запоминаем, 300 штук мяса у нас с вами есть. Обратно едем на базу. И в итоге на базе сейчас мы с вами пожарим все 300 штук, которые у нас с вами есть. Сейчас мы поставили облик с Нового года, который у нас с вами имеется. Я забыл, как называется. Живая елка. И мы с помощью икрой будем сейчас с вами ее жарить. Так, давайте возьмем так. И здесь нас нужно будет 300 штук прожарить. Первые 196 штук пошло. Я так думаю, может быть, еще мы сделаем даже эксперимент. Еще 100 штук тушек мы с вами сейчас разделаем. И чисто мясом. Посмотрим, сколько из этого у нас с вами полностью выйдет. Итого сейчас у нас осталось 5 часов игрового времени. Сейчас мы дожарим. Отлично. Теперь, получается, мы сейчас заправим нашу елку икрой. Тем более ее у нас очень и очень большое количество. Я не ожидал, что от жаб столько большое количество икры можно будет собрать. И в итоге получается следующее. Оставшееся мясо нам нужно 104 штуки полностью дожарить. И в итоге сейчас мы с вами быстро порыбачим, посмотрим, какой эквивалент мы с вами получим. Также не забывайте, что при жарке получается еще опыт 104 опыта мы с вами получаем. Ну, хотя такой не такой уж большой. Но при ловле рыбы мы можем посмотреть, даже если мы будем делать с вами клей, либо будем делать, например, солить рыбу, то там тоже есть определенное количество опыта, которое мы можем заполучить. Так, давайте посмотрим сюда, где что у нас. 3 дня еще осталось, ладненько, пускай там будет. Здесь мы сейчас с вами половим рыбы. Итого, подождите, давайте я жир сюда выкину, а то он сейчас испортится еще у нас по дороге. Все, можно теперь выйти на эксперимент. И здесь мы давайте с вами половим, порыбачим. Это мы полностью убираем, ставим вот невидимую нашу удочку. И 300 кусок жареной рыбы мы с вами сейчас сделаем. Так, подождите, у меня здесь проблема еще одна есть, которую здесь нужно решить. Так, вот, еще раз поедим. И здесь можно попить. Не попить не получится. Ладно, когда мы используем ивентовую воду. Так, давайте начинать рыбачить. Пошло. Давайте сразу посмотрим, сколько рыб мы с вами наловим на жареном виде. И с одной стороны посмотрим, сколько мы с вами мусора тоже можем с вами собрать. 50 штук мы уже с вами проловили.
Жалко, что на весь экран это полностью берет, и мы не можем увидеть реально, что мы с вами ловим. Так, давайте еще. Не завидую, конечно, тем игрокам, у кого удочки простые. Это слишком долгий процесс ловли рыб у вас будет. Когда у нас будет проходить обратно ивент Хэллоуин, обязательно пройдите первый этап, и вы сразу получите вот такую замечательную удочку. Хотя я представляю, что разработчики, видимо, ее даже могут закинуть в виде продажи. Хотя данная невидимая, вот, то есть вот эта удочка, я считаю, что можно было даже в данный ивент, она бы просто отлично подошла, может быть, в виде боевого пропуска, может быть, финальное, как говорится, задание выполнения данного ивента. Сами видите то, что мы просто быстро нажимаем и быстро с вами, как говорится, 300 этапов ловли рыбы мы с вами уже делаем. Осталось всего лишь 70 штук. Сейчас мы его доловим. Ну, где-то, предполагаю, должно быть больше 250 у нас с вами рыбы. Так, еще осталось 30 штук, и мы с вами полностью добьем. Вот и все. Полностью выловили. О, даже не 250, а 495. 21 икринок ивентовых мы с вами поймали. Ну и оставшийся мусор тоже наблюдаете. Здесь у нас еще и икра. Здесь, получается, у нас рыба через 34 часа испортится, протухнет, грубо говоря, можно так сказать. Так что здесь нам нужно будет следующим образом сделать. Сейчас минутку здесь поправлю баланс. Так, берем. Кстати, мы еще получили с вами вот этот ящик фотоохотника у нас. Появились 3 штуки из-за ловли рыбы, которую мы с вами сделали. По максимально за день мы можем получить 4 штуки. Так, запомнили, 495 рыб мы с вами поймали. Сейчас это мы все полностью с вами возьмем. Я так думаю, может на базу отвезти это количество? Нет, количество рыбы там у меня и так есть. Либо будем ждать, когда она полностью испортится. Да, у нас 495. Хорошо, мы запомнили. 495 прижаренной рыбой, которую мы с вами полностью поймали. Выкидываем. Здесь, получается, тухляк у нас еще когда будет готов. Он будет через 30 часов, тухляк будет у нас с вами готово. Ну, тогда давайте мы с вами другой эксперимент сейчас с вами еще сделаем. У нас осталось еще 100 штук. Поднять 100 штук, которые у нас с вами есть. И давайте мы здесь все полностью и разделаем. И потом мы попытаемся поймать уже не жареное мясом, а простым. Посмотрим, будет какая-либо разница в этом случае или не будет. И вообще, нужно ли рыбу жарить? Может, это ненужная вещь. Так, мы с вами разделали. И в итоге, получается, в нашем случае должно быть 300. Все так же, да, стабильно. 300-200 у нас с вами вышло. Давайте жир мы сюда выбросим, который у нас с вами есть. Так, жир мы с вами выбросили. И теперь, получается, давайте ловить рыбу. У нас 300 штук есть. Пока бояться нечего, если у нас мешок есть. Но, как вы видите, у нас очень хорошо пошло. То есть, получается, мы уже видим, рыба ловится. Но на жареное мясо у нас хорошо шло икра, если вы заметили. А на простое мясо здесь, видимо, икры уже не будет. А нет, икринка пошла. Но не в таком количестве, которое мы изначально наблюдали. В том случае, если не ошибаюсь, где-то у нас было около 50 икринок. Но здесь должно быть большее количество рыб. Сейчас давайте мы немножко постараюсь ускориться. Самое главное, что мышка выдержала. Итого 160 у нас уже, 150. Ну, здесь где-то уже должно быть, ну, прилично, по-моему, рыбы.
Так, у нас проблема с водой, водным балансом. Сейчас мы добьем. Осталось всего лишь 50 штук. Да. И того получается у нас с вами следующая картина. 550. То есть получается, икринок мы поймали меньше, ивентовых икринок тоже поймали меньше у нас. Там, по-моему, 29 было, здесь 49 у нас было, здесь 495 было прижаренным мясом. И все остальное, мусорную часть, которую вы видите. То есть, получается, простым мясом мы поймали на 55 штук рыб больше, чем мы, например, использовали прижаренным части мяса. Хорошо, все поднимаем, везем сюда, все выкидываем. И отлично. Теперь давайте едем обратно к нашему местоположению. Итого мы с вами получили из 100 штук 1800 тухлого мяса, которое испортится через 7 дней. Так что мы его поднимаем, чтобы оно у нас сейчас не потерялось. Итого 5 месяцев у нас с вами будет храниться. Итак, мы с вами сейчас половим. Сделаем таким образом. 1800 слишком долговато будет. Это не то, что 300. И мы, как только выловим, я вырежу, и дальше мы посмотрим за результатом. А может даже не вырежу, а просто ускорение сделаю, чтобы вы могли тоже полностью наблюдать, чтобы здесь не было никаких, как говорится, недопониманий. Подожди, у нас здесь, получается, воды надо попить. Да, водички давайте попьем. У нас проблема еще с едой у нас, оказывается. Ну давай, когда утку по-пекински мы съедим, хотя надо было ее было съесть, мы также могли бы воду поднять. Ладно. Вот и все. Закончили полностью нашу рыбалку. 1800 из тухлой рыбы пришло к тому, что мы с вами наловили. Итого мы наловили 1600 штук свежей рыбы. Также 99 икринок, которых мы тоже с вами наловили. Я, к сожалению, не считал, сколько мы поймали ивентовых икринок, которых тут у нас имеются. И так далее. Сами видели, сами наблюдали, что мы с вами делали. Итого, вывод следующий, каково. Получается, если вы собираетесь ловить рыбу в большом количестве, а рыба вам нужна либо для продажи, либо для каких-либо других действий, например, для изготовления того же самого клея, либо изготовления соленой рыбы. То есть вот здесь мы можем с вами наблюдать за соленой рыбой. У нас там подожди, сколько здесь у нас с вами? 1600 получается, да? 1600, если мы с вами сделаем, то из 100 штук, здесь мы не можем, да, большое количество сделать. А сколько тут получается у нас выходит? Сейчас, минутку, еще раз зайду. Так, здесь получается 5 к 1, да, у нас выходит? 1600, это получается у нас 3, 320, да, должно быть у нас? 320, если мы с вами делаем, 1600 выходит. Итого получается всего лишь 320 опыта мы с вами получаем. И с вами в результате получаем 1600 соленой рыбы, которая у нас с вами есть. Ну, давайте сейчас создадим сразу же моментально. И посмотрим, сколько это в денежном эквиваленте у нас с вами выйдет. Итого получается картина. Так, в первом случае, когда мы ловили с вами жареную рыбу, то есть жареное мясо, которое у нас с вами было на рыбу, у нас вышло 495. И хрена где-то 40 чем-то у нас было. Когда мы ловили с вами жесткое мясо сырое, которое у нас с вами было, мы поймали 550 рыб и где-то в районе 20 чем-то поймали икринок. Здесь же получается при тухлой мясом, которое у нас с вами было, мы поймали 1600 в количестве рыбы. Но нужно учитывать следующее, что получается. При разделке мы с вами получили 100 тушек, 200 штук жира и также получили 200 штук кожи. Это тоже нельзя забывать. Поэтому здесь имеются различные специфики в зависимости от того, что вы собираетесь либо
делать. Так, идем дальше. Получается, мы с вами получили 1600, с вами сделали. Здесь у нас сколько рыб должно появиться? Где моя рыба? Соленая рыба. Вот 1600 соленой рыбы у нас с вами есть. Ну, здесь, по идее, 5 всегда в запасе держу, поэтому 1600. Заходим, получается, у нас к кубчику, и с кубчику мы продаем нашу рыбу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1600. Так, мы продаем. Итого получается 100 штук тухлого рыси, тушек, которых у нас с вами есть. Мы можем с вами заработать 64 тысячи марок, при котором, ну, как виде дохода вы можете тоже сделать. То есть, получается, каждый раз после охоты мы с вами можем просто мясо снаружи выставить. Через 3 дня она полностью с вами портится. И в итоге, получается, вы можете делать те или иные, таким образом повышать свою финансовую составляющую в данной игре. Ну вот, мы эксперимент полностью проверили. Думаю, что подписчик Иску 2011 данный эксперимент обязательно посмотрит и сделает для себя определенные выводы. И остальные тоже зрители увидят и посмотрят, и сделают свои определенные выводы. Таким образом, уважаемые зрители, если есть какие-то у вас сомнения или вопросы касаемо каких-то возможностей экспериментов, пишите в комментарии, давайте попробуем, посмотрим, что можно будет сделать. Из тех ресурсов, которых я владею, имею, постараюсь этот эксперимент реализовать, и мы заодно с вами посмотрим, какая имеется та или иная выгода, либо эффективность тех или иных вещей. Кстати, вопрос касаемо по поводу быстрой прокачки все так же оставляется пока актуальным, но пока еще никто из вас еще не написал в комментариях, как можно быстро прокачиваться или какие-то имеются свои лайфхаки в данной области. Поэтому, если вам есть возможность, напишите в комментариях, а мы в дальнейшем в виде эксперимента полностью рассмотрим. Также нам пришло какое-то письмо, получается, да? Посылка, точнее, от Crazy Killer. Давайте посмотрим, что он нам отправил. Ой-ой-ой-ой, тухлое мясо, мясо мутанта, туша орла еще. Отлично. Огромное вам большое спасибо, Crazy Killer, за такие интересные посылки в данном случае. Еще раз вам огромное спасибо. Ну что ж, ребята, давайте подведем полностью конец данной серии. Всем желаю вам успехов и удачи. Не забываем все так же нажимать на лайк, если вам серия полностью понравилась, подписываться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить выхода новых серий. Но наша новая серия уже выйдет в среду. Финальную часть мы с вами обязательно пройдем. На этом у меня все. Всем желаю вам удачи и успехов. Увидимся в новых сериях. Пока. Пока.